Здравствуйте! Это видео будет познавательно для тех, кто интересуется историей кинологии. Тема, которую я затрону – смена эпох в служебном собаководстве. Ее переломным моментом является вооруженный конфликт во Вьетнаме, который начался в 1955 году и продлился около 20 лет. Именно он разделил кинологию всего мира на до и после. На этом факте и будет сделан акцент в этом видео. Суть заключается в том, что во время войны во Вьетнаме с обоих противоборствующих сторон применялось огромное количество служебных собак. Их основными задачами были охрана военных объектов, патрулирование, обнаружение засад противника, то есть те службы, которые строились на методиках, основанных на противостоянии собаки с врагом в лице чужого человека. Подготовкой собак для участия в этом конфликте занимались кинологи США, Европы, Советского Союза, и ими были пущены в ход все лучшие методики по обучению специальных собак. А в противовес им постоянно разрабатывались способы, как нейтрализовать собаку и уничтожить ее в боевой ситуации. В таком противостоянии количество собак, которые погибали при несении службы, было катастрофическим. И причины этого вполне понятны. Ведь вступая в схватку с вооруженным противником, собака практически обречена на гибель, и зачастую она погибала в первом же бою. Если к этому прибавить психологическую травму кинолога, потерявшего свою собаку, то теряется вся целесообразность огромных затрат при боевой подготовке. Если говорить в общем о принципах служебного собаководства того времени, то во Вьетнаме они попали в то, что называется под холодный душ. И дело вот в чем. Племенное разведение и подготовка служебных собак во всех странах практически ничем не отличалась и была основана на отборе для службы злобных и жестких собак. И именно этот момент сыграл злую шутку в практике боевых действий. Ведь собака с ярко выраженной злобой не признает никого, кроме своего хозяина. И работая в составе многочисленных бригад, злобные собаки зачастую бросались на бойцов своего же отряда. А если кинолог был ранен в бою, то злобная собака не подпускала к нему никого, и это лишало возможности оказания медицинской помощи. И очень часто членам группы ничего не оставалось, как пристрелить свою же собаку, чтобы спасти жизнь кинолога. А если кинолог был убит во время боевых действий, а собака осталась живой, то, как правило, ее бросали на поле боя на произвол судьбы, ввиду того, что ее невозможно было эвакуировать, все по той же причине. Она в каждом видела врага. Впоследствии за ней могла вернуться команда с другим кинологом. И если собака оставалась на том же месте, то ее можно было эвакуировать. Но это было крайне редко. Кроме таких моментов, злобные собаки были проблематичны и в содержании. Для них нужен был хотя бы один дублер, который в отсутствии проводника мог ухаживать за ней. Такого рода сведения можно найти и в хрониках Мэриленда, и в воспоминаниях о 24-й вьетнамской школе служебных собак и прочей архивной информации. Все вышеперечисленные проблемы вынудили военных кинологов разных стран задуматься о смене стратегического курса в служебном собаководстве. Нельзя сказать, что эти вопросы не поднимались до войны во Вьетнаме. Перемены назревали задолго до тех событий. Но именно этот конфликт заставил мир служебного собаководства пойти на радикальные меры. Суть заключается в том, что вся концепция военной кинологии той эпохи строилась на том, что служебная собака приравнивалась к боевому оружию для уничтожения врага. И на этом фундаменте строилось и племенное разведение служебных пород, и методы боевой подготовки, но опыт войны во Вьетнаме подвел черту и окончательно показал то, что вести схватку с подготовленным вооруженным противником – это непосильная ноша для собаки и ее верная гибель. Такие выводы привели к тому, что кинологические службы разных стран одна за одной отказываются от самой идеи, что собака является боевым оружием для уничтожения врага. И мир военной кинологии начинает переходить на концепцию, где задержание или ликвидация противника – это задача группы захвата, которой с учетом постоянно развивающихся технологий сделать это гораздо проще и безобиднее для всех участников процесса. А за собакой оставляют задачи в работе по запаховому следу, поиске неприятеля на различных объектах, обнаружение наркотических и взрывчатых веществ,
И такая стратегия обеспечивает то, что служебная собака несет посильную ношу, приносит максимум пользы и оправдывает затраты на ее подготовку. Да, безусловно, время от времени происходят отдельные случаи, где собаку используют для задержания, но они проходят при поддержке многочисленной группы захвата. И все, что требуется от собаки, это схватить противника буквально на несколько секунд. И на этом ее работа закончена. Такой подход представляет минимум угрозы для жизни собаки. Да и, как правило, группа захвата по численности значительно превосходит противника. Все это обескураживает задерживаемых и лишает их желания сопротивляться. А те редкие случаи, когда собаку пускают в самостоятельную схватку с вооруженным противником, в большей степени свидетельствуют о непрофессионализме кинолога и идут вразрез с современной тактикой использования служебных собак. Таким образом, в конце 50-х годов прошлого века в служебном собаководстве происходит переломный момент. Военная кинология, которая являлась основным потребителем злобных и жестких собак, перестала в них нуждаться. Такие собаки нужны были в единичных случаях, но это не играло особой роли на стратегию военной кинологии в целом. И как следствие, практически во всех странах мира из системы служебного собаководства уходят два основных требования к тестированию племенных собак. Из нее убирают тесты на злобу и проверку на твердость характера. И если эти два понятия упоминались практически в каждом пособии по дрессировке той эпохи, то в наше время они забыты полностью. Все это выливается в закономерные последствия. Служебные породы от поколения к поколению начинают терять злобу и твердость характера и в принципе перестают соответствовать заявленным нормам стандарта, по которым изначально выводились. Здесь стоит отметить, что период от начала 20 века и вплоть до окончания войны во Вьетнаме можно смело называть этапом доминирования немецкой овчарки. Эта порода была флагманом служебного собаководства всего мира, но после войны во Вьетнаме она постепенно уходит в тень. Мало того, я не побоюсь этого слова и скажу, что порода немецкая овчарка в 21 веке прекратила свое существование. В наши дни можно встретить только лишь единицы собак, которые соответствуют стандарту породы немецкая овчарка. Но их наличие – это всего лишь исключение из правил современного племенного разведения, которое не говорит о существовании этой породы в целом. Аналогичная ситуация происходит и с остальными служебными породами. Изменение критериев для племенного отбора приводит к тому, что появляется совершенно новый тип собак, которых в наше время принято называть игровыми или спортивными. Их основным качеством является запредельная игровая мотивация. У ярких представителей этого типа желание завладеть игрушкой перебивает все поведенческие особенности. И это качество является путеводной звездой при обучении абсолютно всех навыков, необходимых для несения службы. При этом, по своей сути, за редким исключением, это безобидные для социума собаки. Они зацикленно работают на тряпичную амуницию и при этом не представляют никакой угрозы для человека. Сам владелец может надеть защитную амуницию и заниматься со своей собакой без всякой опаски, ввиду того, что целенаправленная селекция такого типа собак полностью выдавила у них такое качество, как злоба. И кадры, где с такими собаками работают хрупкие девушки или даже дети, тому подтверждение. Да что там говорить, собакам этого типа и фигурант не нужен. Наденьте защитный костюм на манекен, и для мотивации ей больше ничего не нужно. Кроме всего прочего, смена концепции военной кинологии совпала с устоями современного общества, относящегося негативно к разведению злобных собак, которые доставляли массу проблем неопытным владельцам и всем окружающим. В отличие от злобных, собаки нового типа менее привязаны к своим хозяевам. Ими может управлять любой человек, у которого в руке игрушка, и этот факт дает простоту в содержании этих собак. Тут стоит сказать, что когда собаки такого типа в 1970-х годах стали появляться в Советском Союзе, то поначалу люди были удивлены, как собака, атакуя инструктора, на котором надет дрессировочный костюм, кусает его и при этом не испытывает агрессии к самому человеку. Эти видеокадры позволяют нам вернуться в те времена и послушать комментарии военного кинолога той эпохи.
Вот Мишель, хороший пес, ризеншнауцер. Пес очень ласковый, очень ласковый. Человека зря никогда не обидит, но на халат это любимое его развлечение, наверное. Прошло немало времени, прежде чем люди, посещающие дрессировочные площадки, привыкли к такому явлению. Тут стоит отметить, что дрессировщики СССР не умели обращаться с собаками нового типа. Они работали по старинке в жесткой манере. И собаки, завезенные из Европы в преддверии распада СССР и в первые годы после него, на выставках повально отказывались кусать фигуранта, который проявлял даже незначительную жесткость. Поэтому закономерным было то, что после распада Советского Союза в странах бывшего СССР стремительными темпами меняется вся концепция дрессировки, и кинологи переходят на игровые методики, которые в свою очередь стали инструментом для отбора племенных собак служебных пород. Все это привело к тому, что в наше время собак злобного типа практически не существует. Их перестали целенаправленно разводить в Европе с 1960-х годов, а на постсоветском пространстве с 1990-х. Поэтому у современных кинологов даже нет возможности поработать с собаками старого типа, ведь в наши дни найти злобную собаку среди служебных пород практически невозможно. Также и очень тяжело найти собаку с по-настоящему твердым характером. Поэтому интернет переполнен видео, на которых представители служебных пород современного типа просто убегают от фигуранта, который проявил даже небольшую жесткость. И это несмотря на то, что эти собаки лучшие представители своей породы, и их владельцами являются кинологи-профессионалы. Но правды ради, стоит сказать, что собаки игрового типа прекрасно вписались в военную кинологию. Они качественно несут свою службу в работе по запаховому следу, поиску взрывчатых и наркотических веществ, ну а задержание противника или его ликвидация пусть остается за группой захвата. И если быть объективным, то с гуманной точки зрения это лучшее решение, которое можно было принять в стратегическом и тактическом плане. Думаю, что каждый военный кинолог, который со своей собакой хоть раз побывал в боевой ситуации, согласится с тем, что ему проще самому вступить в бой с вооруженным противником, чем пустить на него свою собаку, понимая, что она практически обречена на смерть. Вместе с изменением принципов племенного отбора, из военной кинологии уходят методики, предназначенные для натаски собаки к бою с человеком. Раздел «Защита» из подготовки собаки в оружие для уничтожения врага трансформируется в формирование у нее мотивационного стимула. Вся защитная амуниция приобретает смысл игрушки и становится инструментом для поощрения правильных действий собаки на конечной точке следа или в финале обнаружения человека при обыске различных объектов. В этой концепции растворяется весь мир кинологии. Стоит сказать, что страной, в которой дольше всего просуществовали принципы служебного собаководства до вьетнамской эпохи, был Советский Союз. И тут возникает закономерный вопрос. Почему система служебного собаководства огромной страны вплоть до распада СССР руководствовалась старыми методами и так и не приняла новую концепцию, на которую перешел весь западный мир еще в 1960-е годы? Ведь кроме всего прочего, у этой истории есть очень интересный момент, на котором я хочу сконцентрировать ваше внимание. С 1957 по 1961 год в Северном Вьетнаме проходил службу легендарный военный кинолог полковник Никита Федорович Карацупа. Именно он поднимал с нуля кинологическую службу пограничной охраны Вьетнама. И там помнят, как собаки, подготовленные Карацупой, обезвредили группу разведки спецназа США, неоднократно разминировали различные объекты и совершили ряд других подвигов. Исходя из этого, очевиден тот факт, что Никита Федорович, находясь в центре событий, понимал всю полноту отрицательного опыта боевого применения собак во Вьетнаме. Да и к тому же ни для кого не секрет, что за годы своей службы Карацупа на собственном опыте испытал горечь потери своих четвероногих друзей. Несколько его собак погибли от рук вооруженных врагов, поэтому он, как никто другой, понимал, что противостояние с вооруженным врагом – это неминуемая гибель для собаки. И тут невольно задаешься вопросом, почему самый влиятельный военный кинолог Советского Союза не повлиял на то, чтобы система ДОСААФ перешла на новые принципы служебного собаководства, на которые, начиная с 1960-х годов,
переходили не только США, Западная Европа, но и страны социалистического лагеря – ГДР, Венгрия, Чехословакия и другие. На этот вопрос есть четкие и объективные ответы. Первый касается непосредственно целей создания структуры служебного собаководства Советского Союза. Все дело в том, что служба собак пограничных войск играла главенствующую роль в служебном собаководстве СССР. Несомненно, в Советском Союзе были сильные школы кинологов милиции и внутренних войск, но именно пограничники вели за собой все служебное собаководство огромной страны. Все нормативы той эпохи и принципы племенного разведения были разработаны инструкторами пограничных войск, да и вся система ДОСААФ была привязана именно к охране государственной границы. Клубы на постоянной основе передавали собак в школы инструкторов службы собак, и молодые ребята уходили служить на границу по путевке клубов ДОСААФ. В свою очередь, тактика и стратегия применения собак в пограничных войсках того времени стояла на устоях приверженцев боевых методик. Как правило, это прапорщики, старшие инструктора отрядов, фанаты своего дела с огромным боевым опытом. И они не принимали версию того, что собака должна просто найти нарушителя, а задержание выполнят бойцы тревожной группы. Старая гвардия настаивала на том, что на заставе служебная собака просто обязана быть оружием для уничтожения врага и в любой момент должна быть готовой вступить в схватку с противником. И эта позиция вполне понятна. Ведь, к примеру, работая боевой след в составе тревожной группы, инструктор зачастую в течение первых 10 минут работы, то, что называется, терял всю тревожную группу и оставался сам со своей собакой, в особенности, если след проходил в лесистой местности. Все это было по причине того, что в те времена тактика работы по следу отталкивалась от максимально быстрого преследования нарушителя. Ввиду этого поощрялась работа собаки челноком, когда она не принюхивалась к каждому отпечатку, а работала в так называемом следовом коридоре. В таком ритме инструктору было практически невозможно следить и за работой собаки, и при этом по рации сообщать свое местоположение, которое меняется каждое мгновение. И к тому же ноша в виде автомата, рации, прибора, шершня и прочего снаряжения усложняли работу. Тут, как говорится, не сбиться бы со следа, а об остальном и думать некогда. При этом с учетом служебных инструкций, в зависимости от местности, тревожная группа должна была находиться от собаки на расстоянии не менее 30 метров, чтобы не мешать ей работать. Поэтому зачастую на конечную точку, где находились нарушители, прибегал только инструктор со своей собакой. И в такие моменты очень важно было, чтобы собака была максимально жесткой, обученной всем премудростям боевой подготовки и могла помочь инструктору в схватке с противником. Также и другие виды нарядов, такие как дозор или секрет, предполагали наличие всего лишь 2 бойцов и служебной собаки, на которую в трудную минуту рассчитывали как на боевую единицу. И полковник Карацупа, прапорщик Смолин и другие прославленные военные кинологи тех времен также прошли через такой опыт. Они не единожды вступали в схватку с врагом только лишь при поддержке своих собак. А второй ответ на вопрос, почему в СССР не поддержали новую концепцию, заключается в том, что в ДОСААФ служебные породы разводили строго по нормам стандарта и не отступали от этого принципа ни в одном пункте. Поэтому сама идея, что из племенного допуска нужно убрать тесты на злобу и проверку на твердость характера, даже не рассматривалась. После распада Советского Союза вся система служебного собаководства огромной страны рухнула в один миг, и клубы были брошены на произвол. Единственным пристанищем собак злобного типа остались обычные граждане, для которых собаки для охраны жилья и защиты членов семьи были чуть ли не единственным средством безопасности. И тут стоит сказать, что именно этот момент мог дать возможность клубам бывшего ДОСААФ сохранить чистоту служебных пород в соответствии с их стандартом. Но не нашлось на то время среди управленцев этих клубов ярых фанатов чистоты служебных пород. Со временем все заводчики примкнули к европейским организациям и были поставлены в такие условия, при которых собаки злобного типа просто отбраковывались из племенного разведения. На выставках их просто дисквалифицировали за малейшее проявление злобы, и это была всеобщая тенденция кинологии того времени, которая в принципе зародилась еще до распада СССР на основе полулегальных кинологических объединений, о которых я рассказывал в своем видео под названием «Революция в служебном собаководстве».
Племенное разведение собак злобного типа, как и сам раздел натаска собаки для боя с человеком, в систему служебного собаководства уже не вернется никогда. В наше время этим направлением занимаются единицы, фанаты своего дела, последователи старой гвардии военных кинологов. Думаю, посыл этого видео понятен. Говоря о смене эпох в служебном собаководстве, мы говорим прежде всего о смене типа собак, а уже как следствие и о методиках, раскрывающих этот тип. Злобные собаки – это одна философия, собаки игрового типа – совершенно другая. Эти типы не лучше и не хуже один другого, и каждый из них нашел свое полезное место в истории служебного собаководства. Да и к тому же ни одна порода не выбирает, какой ей быть. За нее это решает человек. А собака уже смирилась с тем, что какой бы тип характера ни придумал ей неугомонный человек, она все равно будет оставаться его лучшим другом и служить ему во все времена. С вами был Петручок Владимир. Всего вам доброго. До новых встреч.